Приветствую вас, ребята, на кухне Ассорти про еду. С вами, как всегда, Виталий. Сегодня я вам покажу, как правильно сварить и разделать язык. Разделать — это значит почистить от шкуры и какие ингредиенты, примерно сколько варить. Быстренько постараюсь сделать короткое видео, пробегусь по многим-многим нюансам. Казалось бы, простой вещи сварки языка, но с очень множеством нюансиков. Поэтому в первую очередь про язычок. Язычок говяжий. Самый главный вопрос: сколько время варить? Варка. Если у вас язык примерно около килограмма, то варка в районе 2 часов. Да, очень страшно, если вы переварите язык. Если не доварите, это еще полбеды. Но если переварите, он будет мягкий, он будет развариваться, все, блюдо пропадет. Поэтому килограмм примерно плюс-минус 2 часа. Если больше килограмма, то около 3 часов. У меня 1,5 килограмма язык, поэтому примерно около 3 часов. Но вообще не представляю, скольколетнее это было животное, поэтому в конце варки обязательно нужно попробовать воткнуть ножичек и посмотреть, насколько у нас оно еще осталось плотное. По времени я вам рассказал. Дальше, что нам понадобится, что я кладу, и хорошо добавлять какие пряности в бульон. В бульон я добавляю лук, лаврушечку, морковку, чесночок, черный перец. И для того, чтобы усилить вкус, я добавлю соевый соус. Примерно столовую ложку соевого соуса, этого вполне хватит. Вот. Дальше нюансики. Язычок. Если вы купили его на базаре, замочите на полчасика в холодной воде. Хорошо все с него смоется. У меня же в пакете уже был запечатанный в вакуумном пакете. Вот, поэтому он уже перемытый. Я его просто обмыл в воде. Никаких на нем там страшных кровяных вещей не было. Вот. Дальше. Вот эту вот часть. Вот бывает, вы покупаете вот эту вот, да, большая часть. Я ее не обрезаю перед тем, как варить, потому что она просто даст хороший навар бульону. И от этого он точно хуже не станет. Вот. Дальше. В воду подбираем кастрюльку, потому что он все-таки немножко увеличивается и захочет чуть-чуть выровняться, может даже выскочить из кастрюли, вот, образно говоря. Закладываем в кипяток, кипятим воду и в кипящую воду уже укладываем язычок. Вот. И соевый соус и соль. Сколько соли? Я примерно кладу на 1 литр жидкости примерно столовую ложку соли. Попробовать обязательно вам нужно, потому что вы это делать будете по вкусу. И для каждого соленость все-таки разная. Но не забудьте, вы будете все-таки употреблять не бульон, а сам язык. Поэтому соленость именно надо такую не лайтовую, а такую, чтобы, последнее, как бы сказать. Ну вот и приступаем к варке. Вода у меня закипела, и я укладываю туда язык. Вот так вот укладываю язык в кипящую воду. И убавляю кипение. Сразу же на примерно 30% мощности оставляю только у плиты. Закрываю, добавляю соль. Добавляю соевый соус. И сейчас, когда он первый раз закипит вместе с языком, я сниму пенку. Вот, снял пенку. И если у вас очень будет темный бульон, то это бывает от крови, смотря какой язык, смотря какая свежесть. Поэтому, в принципе, можно первую воду слить и вторую залить повторно холодной водой, не холодной, а уже кипящей водой, опять же, язычок. И вот через час
варки я добавляю уже тогда лук, лавровый листик, морковку, чесночок. Можно добавить сельдерей, можно добавить корень петрушки, перчик. Вот, и продолжаю варить еще около часа. Итак, язык у меня почти уже готов. 2 часа 20 минут, если быть точным. Кило 400 у меня был язычок. Вот так вот он у меня выглядит. Смотрите, здесь у меня ледяная вода. Вы можете просто взять, например, в какую-то другую, например, емкость. Вот, я беру вот так вот язычок и опускаю его вот так вот полностью в эту ледяную воду. Из рассола я выбираю, не из рассола, из бульона. Из бульона я выбираю лук, ну, чтобы здесь ничего так вот не плавало. Вот, и сейчас начинаем снимать с него вот шкурку. Можно ее ножиком поддеть. Как она хорошо снимается сразу. Вот так вот. Вот, и теперь вот этот вот очищенный язычок, он вымок у нас в водичке, он сейчас не такой сочный, не такой вкусный. Я опускаю назад в этот бульон, ставлю на огонь и 10 минут варю, а потом остужаю уже в этом вот бульоне. Он получается настолько сочный. Самое главное, не переварить. Потому что вынуть его нужно и снять шкурку заранее, чтобы он был как бы немножечко, ну, как это понять, на том моменте, чтобы он не переварился. Потому что если вы уже втыкаете в него ножичек и видите, что он полностью мягкий, он уже готов, назад в бульон его только положите на 10 минут. Выбираем и заворачиваем в пленку и остужаем. В пленку его заворачиваю для того, чтобы он не обветрился, не стал бы таким темным. А в рассоле остужаем, если он у вас еще такой крепенький. И бульон, конечно, кастрюльку ставим не дома оставляем, а куда-то в холодное место. Потому что как бы чаще всего мы варим его к Новому году, поэтому на балкончик или куда-то в прохладное место. А я его вообще остужаю, наливаю миску воды и остужаю немножко в холодной воде, он быстрее тогда остывает. Вот такой вот язычок. Он еще... руки скользкие. Он еще не полностью остыл, но это же съемка. А остывает очень долго, поэтому я его выбрал из бульона. Но он уже, можно сказать, холодный. Осталось нарезать. Вот так вот. Смотрите, какая красота. Какой он сочный. Шикарно. Просто отличный язычок. Очень, ребята, сочно. Сочно. Это из-за этих вот нюансиков, которые все-таки мы с вами теперь знаем, как его готовить и как это приготовить. Осталось попробовать. Попробовать очень хочется, потому что я чувствую этот запах, этот приятный
приятный запах, это приятный такой, ну, аромат от него. Вот. Конечно, в нарезочку на стол шикарно подойдут и майонезик домашний, домашняя горчичка, домашняя дижонская горчичка. Эти все рецепты есть у меня на канале. Заходите, смотрите. Есть с острым соусом. Тоже просто обалденно. Вот. И к празднику я вот возьму... С чем? Давайте вот так вот. Оп, с горчичкой. Ваше здоровье, господа. Мягенький. Сочненький. Вещь. Реально. Реально то, что он остается именно сочным, пропитывается именно вкусами, пропитывается с этими вот, насыщается с этим вот бульоном. Так что, ребятки, хороших вам праздников, отличного вам настроения, веселых лиц, улыбок, здоровья, вкусных блюд. Спасибо, если вы подписались на канал, пробили колокольчик, потому что вы всегда будете видеть самые новые рецепты, самые лучшие вкуснятину, приготовите на праздник, да и просто для себя любимого или для себя вообще. Так что до новых встреч. Пока. Посмотри, как пахнет. Ай, как пахнет. Кошки знают, как должен вкусно пахнуть. Да.